Привет, мои дорогие! Это такое небольшое видео, опять с какими-нибудь такими, знаете, интересными моментами. Так вот, сейчас я вам показывала всякие такие косметические прибамбасы, которые можно использовать в магии для себя. И сейчас я вам покажу кое-что еще, что и тут я отложила показать вам, как я нашла для себя грязевой препарат Биоль. Это такая, знаете, соль, ядреная выжимка соли из грязи. Понимаете, вот у меня тут уже не так много осталось. Знаете, что я делаю? Я делаю себе такие вот лосьончики и еще и добавляю, вот когда умываюсь там, ну, короче, вот развожу с водой, чтобы такая солька мне была. Вот именно не просто морская соль, а именно вот биоль. Это поровый раствор, отжим грязи иловой сульфидной Сакского озера. Кому интересно, можете тоже себе прикупить. Дальше, девочки, косметическое масло покупаю именно чистотела. Вообще, можно, конечно, отвары пользовать, настойки пользовать, тоже вообще никакого вреда не будет, если на себя там где-то намазывать, да. Но прикольно добавлять в какие-то свои крема еще масло чистотела. Или я, например, мажу сначала себя где-то маслом чистотела, вот где такие вот где мазать. Например, стопы можете помазать, да, ножки свои именно помазать этим маслом и ложиться спать, к примеру, да. Если у вас там спинку, если вам где-то стрельнуло, если вы чувствуете, где вас могут, как говорится, где какой-то отток энергии от вас идет, где вас могут пробить. Вот просто берете и чуть-чуть можно мазаться. Даже вот неважно где, по наитию, да, взяли масло, тут помазали себе, тут помазали, локоточки помазали, там, например, между грудей, солнечное сплетение, там где-то ключичку, за ушком, где-то вот так вот точечно взяли и вот помазали. Потом мажете своими кремами. Чистотел — это вообще в магии крутое средство для того чистить тело. Если вы хотите, вы можете, кстати, про чистотел много вот почитать, магического про него достаточно есть. Но это не такая уже распространенная трава. Почему? Потому что она немного ядовитая, поэтому люди ее боятся где-то использовать. Но это чисто, когда сок чистотела, то он, да, ядовитый такой. А вот масло чистотела, оно уже как бы вообще нейтральное, но вообще классно. Вот для очищения, для чистки себя, когда вы занимаетесь чистками, вот просто помойтесь. Вот когда вы делаете чистку, помойтесь, нанесите на себя полынное там масло, чистотела масло, да, и крема свои, и дальше можете продолжать чиститься. Еще одно, девочки, вот у меня здесь есть такое вот, это я нашла, тоже на маркетплейсах продается, СО2 крапивые, экстракт жирорастворимый. Это для тех, кто делает сам, изготавливает косметику. Сейчас это стало, как говорится, доступно, вот эти вот такие экстракты, скажем. Вы можете любых травок, экстракты, которые вам понравятся, купить. А вот именно для магии, а для женщин я советую именно крапиву, девочки. Почему? Крапива, если вот вспомнить, это трава солнца называлась. Помните, детей в детстве иногда отхаживали по причинному месту крапивой, да? Но это давно было, сейчас от этих практик отошли и все остальное. А зря надо было бы, потому что крапива, да, она ж хоть и жгучая, и колючая, это то, что отгоняет вообще любую гадскую такую, знаете, вот вас кто-то испортил, сглазил, как-то на вас влияет, у вас есть какие-то враги, все остальное. Масло крапивы вот просто помогает вашему телу, вашей коже, вашей ауре, да. У нас есть много эфирное тело, астральное тело и всякие другие вот тела. И вот эта вот поверхность кожи, которая дышит, она же тоже дышит, да, как мы через нос, когда мы делаем окуривания какие-то, да, помещений своих, слышим ароматы, то же самое наша кожа тоже слышит. И она должна тоже не химозные какие-то запахи одни слышать, но еще и запах природы. И причем, например, крапива, она как называлась трава, которая передает энергию солнца. Называлась огонь трава раньше. Она сжигает все зло,
что наведено человека, и убирает с глаз и порчу. Ну, это и так понятно, да? А раньше, еще в старинные времена, вениками с крапивы хлестали в бане. Вот и где-то даже эти веники с крапивы продаются, и даже если вы входите в баню, вот где-нибудь прикупите себе или сами сделаете из крапивы какой-нибудь веничек. Дело в том, что вот в бане били крапивой, чтобы снять с человека проклятие. И вот когда деток, помните, вот там не прутом по одному месту, а вот именно крапивой, крапива мягкая, но жгучая. И если ребенок там заигрывался, иногда вот думали, что может в него там что-то вселилось или на него что-то навели, он не слушается, такое все остальное, крапивой отхаживали. Поэтому, чтобы снять с него, с ребенка, вот эту вот всю чернуху, скажем так, да. И у крапивы еще в старину было еще и такое название, как ведьмин хлыст. А, кстати, а воинам крапива тоже помогала там страхи какие-то преодолеть и укрепить свою силу в бою, да. То есть ведьмин хлыст. Он потому что вроде бы и мягкий, но такой вот жгучий такой, от которого еще такие вот от маленьких этих крапивных, как они называют, жалки такие, да, маленькие иголочки, и идет такое вот раздражение на коже. Кстати, вот та же вот крапивница, рожа и красными тряпками лечится, а еще и крапивой тоже. Поэтому мимо крапивы не проходите мимо. Вот эту крапиву, это такой экстракт, который, вот он немного у меня тут закристаллизировался, но, короче, вот удобно там пипетками пользовать. Ну, они разные, девочки, есть разных производителей, поэтому я вам какого-то определенного не советую, но вот прям про крапиву не забывайте. Есть еще в аптеках тоже продается крапива, которой можно отвары такие делать и немножко там попивать. Но это тех, кто увлекается чем-то внутрь, да, и вот эти вот все горькие травки, горькие чаи и все остальное, они очень хорошо с дубильными этими веществами вот вычищают организм от паразитов в прямом и переносном смысле, да, полынь, крапива, чистотел, это, говорится, мое все, и я вам тоже это советую, поэтому не забываем про ведьмин хлыст, про крапиву, девочки. И если вот вы чувствуете, что вам что-то на тело сделано, или вот вам надо больше вот этой вот энергетики чистой, своей, хорошей, да, такой, мы не просто там обмываемся, омовение делаем, а мы еще, девочки, добавляем наверх вот в эту вот такую вот защиту из травок делаем. Помните, как ванны из крови принимали. И, кстати, я знаю, вот я видела, кстати, на маркетплейсах продают там кровь морала для ванн. Морал это там такой олень какой-то ну, олень это кровь морала продают, чтобы в ванны добавлять. Понимаете? И я уже знаю даже одного человека, который ну, разошелся в этом плане тем, что вот там много чего добавляет себе такого вот в ванны. Но я до такого не дохожу. Вот как бы от крови я бы не сказала, что она меня чем-то там напитывает и все остальное. Поэтому я травками, горькими именно травками. Про деготь я вам уже говорила. Деготь, вот этот вонючий деготь. И фракция АСД тоже вонючие, да. Мне тоже очень нравится именно использовать для этого всего. Понимаете? Поэтому рассмотрите, пожалуйста, для себя такие вот горючки и вонючки, крапиву, чистотел, вот эту вот биоль можно рассмотреть, да, соль морскую, ну, это не вонючка, в принципе, но все же, да, попользуйтесь этим и посмотрите на свое состояние, как оно будет меняться. И когда вы делаете ритуалы, до или после, вы делаете омовение, и вот эти вот масла наносите на чистую кожу со своими кремами, которые вы используете часто. И потом вот вы для себя определите, что вам лучше заходит, что вас лучше чистит и что вас лучше защищает. Вот такие дела. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пользуйтесь, пожалуйста, тоже вот всем таким для тела. Да? Надо вернуться вот в лоно природы для того, чтобы не потеряться в этих всех химозных
скажем так, гиалуронках, что сейчас вот идет, очень много вот этого маркетинга, да, и мы уже отрываемся от вот такого, от выжимок, которые намного полезнее, намного, а, ну, мало того, что они натуральные, но они еще созданы природой, то, что человек не может повторить. Не может. Все, любимая, пока-пока.